Смартфон от компании ITEL, который имеет дисплей на 6,6 дюйма с частотой обновления экрана до 90 Гц, до 24 гигабайт оперативной памяти и до 256 гигабайт внутренней памяти. 8-ядерный процессор T606 с игровой технологией iBoost, аккумулятор емкостью в 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Type-C мощностью 18 Вт, технологию двойной камеры с тыльной части на базе и 50 мегапикселей. И это только малая часть того, что из себя представляет смартфон под названием ITEL P55 4G. Напоминаю, что розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. Распаковка. Поставляется эта модель в упаковке из плотного картона. На упаковке есть краткие характеристики, изображения и название модели. Выглядит упаковка хорошо для данной ценовой категории. Упаковка надежная. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой на экране, документацию, силиконовый прозрачный чехол, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, блок питания на 18 Вт и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты и карту памяти до 1 терабайта. Весит смартфон всего 189 граммов, а габариты его 164 на 75 на 8,8 мм без блока камер. Вместе с ним 11 мм. Приобрести данный девайс можно в голубой, черной и золотой расцветке корпуса. У меня на руках смартфон в черной расцветке. Тыльная часть матовая с интересным оформлением и надписью Designed by ITEL Power. Дизайн смартфона запоминающийся, особенно интересно выглядит блок камер с глянцевым покрытием. Грани прямые, выполнены они также из пластмассы с матовым покрытием. Собрана модель отлично, никаких зазоров или чего-то подобного не было замечено. Смартфон легкий, в руке он лежит комфортно. Использовать его одной рукой можно, но, конечно, не всегда удобно, так как смартфон достаточно габаритный. Далее на корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости. Сразу отмечу, что люфт у кнопок отсутствует, за что, несомненно, плюс. Как и за то, что производитель предоставил разъем под наушники мини-джек на 3,5 мм. Также на корпусе расположили разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и динамики. Звучание в данной модели, конечно же, моно, но качество звука хорошее, динамик довольно громкий. Вибромотор тактильно приятный и не топорный. Летим дальше. Установлен здесь IPS-дисплей на 6,6 дюйма с разрешением 1612 на 720 пикселей, плотность пикселей в 267 ppi и частота обновления экрана до 90 Гц. Удобно, что можно включить автоматическую регулировку частоты, которая хорошо экономит заряд аккумулятора. Из особенностей сразу можно выделить не каплевидный вырез под фронтальную камеру. Ко всему в системе есть функция Dynamic Bar, и как по мне это довольно удобно и полезно. Экран выдает максимум 390 люксов, чего для IPS экрана достаточно. Автоматический подбор яркости работает корректно и довольно быстро. Сенсорный отклик у экрана хороший, цветопередача приятная, да и глаза от экрана не устают. Ко всему в настройках можно обнаружить полезные функции, такие как режим чтения, персонализация интерфейса и не только. Далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, как я уже говорил, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает корректно, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, но будет всплывать уведомление о том, что данный отпечаток пальца уже зарегистрирован. Максимум можно завести 5 отпечатков пальцев, а биометрические данные можно зарегистрировать одного лица. Распознавание лица срабатывает быстро даже под углом. Летим дальше. Процессор Unisoc Tiger T606 с техпроцессом 12 нанометров с 8 ядрами. Максимальная частота у него 1,6 ГГц и с игровой технологией iBoost. Графический процессор ARM Mali G57, оперативная память LPDDR4X на 4,8 ГБ. Виртуальное расширение ОЗУ на борту до 16 ГБ, сверх уже имеющихся. Внутренняя память типа не ниже UFS 2.0 и на выбор 128 и 256 ГБ. Интерфейс ITEL OS 13 на базе Android 13 версии. Интерфейс работает без сильных подтормаживаний. Что касается полезных функций в ПО, то тут дела обстоят хорошо, так как мы имеем игровой режим с настройкой вспомогательной панели, борьбой с зависимостью от игр, также есть помощник турбосеть с различными эффектами для видеозвонков и не только, смарт-панель для быстрого доступа к выбранным функциям, клонирование приложений, детский режим и многое другое. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 4G сетей со всеми бэндами и ниже. Связь смартфон по моим тестам ловит хорошо, плюс датчик приближения работает без нареканий. Bluetooth чип установлен в версии 5.0, аудиокодеков на борту достаточно, для бесконтактной оплаты установлен NFC модуль. Далее емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смартфон выдал 8 часов 7 минут, Borg Performance 7834 балла. Полный цикл зарядки P55 4G от адаптера питания на 18 Вт составляет 2 часа 45 минут. Поедание
Съедает за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi 7-8% заряда. В Call of Duty за час в среднем режиме уходит 21% заряда, в League of Legends Wild Rift за 1 час уходит 19% заряда. Через GameSpace можно оптимизировать смартфон для более плавной и корректной работы смартфона в играх. Играть в подобные игры удобно. Смартфон в этом сценарии использования показал себя достойно. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест смартфон прошел стабильно, 137 гипсов минимум, максимум 145 и в среднем 143 гипса на 100 потоках при 20 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 375, в мультикоре 1401, в GPU-скоре 450, в Antutu P55 4G в тесте выдал 263 тысячи попугаев. В Storage-тесте показал отличный для такого типа памяти 42 тысячи. 3D Mark показал Wildlife 425, Wildlife Stress Test 434, Slingshot Extreme 990 и Slingshot 1479. Перейдем к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из основного AI-сенсора на 50 мегапикселей, дополнительного сенсора и LED-вспышки. Запись видео доступна с основного сенсора в максимальном разрешении 1080p 30 fps, фронтальный сенсор на 8 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео также 1080p 30 fps и спрятанной LED-вспышкой в верхней части экрана. В стоковом приложении камера можно обнаружить много вспомогательных функций, а также панорамный режим, ночную съемку, портреты, фильтры, 10-кратный цифровой зум, таймлапс, про-режим и не только. Первый пример видеосъемки — проверка работы автофокусировки на основном сенсоре в домашних условиях без дополнительного освещения. Справляется камера с данной задачей отлично, изображение довольно четкое, с приятной цветопередачей. Опять же, учитывая ценовой класс. Второй пример видеосъемки также с основного сенсора, но уже на улице, ко всему еще и в движении. Тест проверки плавности съемки. В случае, если стоять на месте и плавно переводить кадр с одного объекта на другой, мы можем наблюдать, что видео не дерганое и картинка для своего разрешения хорошая при дневном освещении. Третий пример — это съемка на фронтальный сенсор невозмутимого кота. В целом результат сам говорит за себя. Вот примеры фотографий вы сейчас увидите. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Основные плюсы данной модели, по моему мнению, это круглый небольшой вырез под фронтальную камеру с функцией Dynamic Bar, удобная операционная система, хорошая производительность, оптимизированный расход аккумулятора и приятный дизайн. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!